тайнам, которые она может дать, и простым вот таким рекомендациям и методам, которые у некоторых людей вызывают улыбку, но на самом деле очень хорошо работает. Вначале я отвечу на ваши вопросы и обещаю, тот, кто досмотрит до конца данное видео, дать очень интересные эзотерические методы и практики, которые очень существенно улучшат жизнь. Это будет как выйти замуж и что для этого необходимо использовать, как сделать так, чтобы люди не увольнялись с работы. Это по запросу женщины, у которой цветочный магазин, она все время страдает от того, что у нее люди уходят постоянно. Также как определить, есть ли порча из глаз, очень простой метод, и будет метод, я его дам какой-нибудь еще. Как убрать порчу из глаз, используя там, и что используя. Такие простые методы могут быть очень мощными, популярными и интересными. Очень много людей, большой резонанс, большой спрос. Я вижу, как растет моя популярность, геометрическими шагами идет это вверх и вперед. Огромное количество подписчиков и просто колоссальное количество просмотров видео. Говорит о том, что данное направление вам интересно и вы интересуетесь. Это очень хорошо, именно поэтому хочу вас подтолкнуть все-таки к тому, чтобы вы занимались эзотерикой более профессионально. Вот здесь находится адрес моего сайта, куда вы можете перейти и прочитать огромное количество статей на все темы, а также получить образование в виде моей первой ступени эзотерической школы Кайлас. Я получаю много очень как хороших комментариев, так и плохих комментариев. Это все в порядке вещей. Каждый человек, который получает информацию и получает ее в Ютубе, он сталкивается с тем, что может быть согласным или не согласен с тем, что я говорю. И, возможно, для кого-то деятельность это кажется сомнительной, необычной и так далее. Я хочу сказать, что моей школе на сегодняшний день исполнилось, открылись мы в 2006 году, и вот на сегодняшний день ей исполнилось уже около 18 лет, 16 лет. Это хороший срок для того, чтобы она существовала, потому что обычно, если долго существует какое-либо эзотерическое направление, то рано или поздно из-за своей неэффективности или из-за своего неправильного преподавания она распадается и никого больше не интересует. Ну, как показала практика, количество людей, которые пользуются эзотерикой и пользуются эзотерикой конкретно дуйкой школы Кайлас, их количество увеличивается. Среди этих людей есть огромное количество успешных, просто успешных, мега успешных, колоссально успешных людей по всему миру и людей, которые благодарят меня достаточно для того, чтобы понимать, что моя эзотерика и эффективна, и интересна, и необходима людям. Поэтому все комментарии, которые пишутся, там, ты там то-то, то-то делаешь не так, или там ты там что-то делаешь, я хочу сказать, не морочьте ни мне, ни себе голову, занимайтесь своим делом, я буду заниматься своим. Итак, Лариса, ура, Андрей Андреевич, мы рады вас видеть, учить, спасибо. Эля Чижунини. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делать, если навредил человеку, а напрямую исправить нельзя? Вы навредили? Что можно сделать эзотерически? Спасибо. Когда вы навредили человека, то можно его откупить. Каким образом? Необходимо представить, будто когда человек один повреждает или вредит другому человеку, он сдвигает его с дороги счастья. Фактически дорога счастья ментально, это как бы в представлении, выглядит так. Человек родился во время света. И он, почему свет? Потому что это то, что можно вспомнить, значит засвечено. И умрет в темноте. Почему он умрет в темноте? Потому что темнота — это неизведанное будущее. Таким образом, его путь между светом и темнотой является его жизнью. Когда человек сворачивает со своей дороги, то он сворачивает с этого предельно прямого пути, где он проживет свою жизнь счастливо и будет счастливым. И вот когда человеку вы вредите, то этот человек на какое-то количество времени сдвигает с прямого пути. Для того, чтобы это все избавить его от вот того вреда, которое было, вспомните тот момент, когда вы ему навредили этому человеку, и между ним и черной точкой в будущем нарисуйте белую абсолютно линию и засветите ее ярким белым светом. И скажите: извини за то, что я сделал. Я желаю тебе только
правильного пути и яркого белого света. Таким образом, человек пойдет дальше так, что то вред, который вы ему оказали, на него особо мощно не воздействовал. Также это можно сжечь на свече, зажечь свечу. Лучше всего это сделать в воскресенье, в вечернее время, поставить на расстояние от себя вытянутой руки и представить, будто все неприятности, которые возникли у этого человека, вы их сжигаете на пламени свечи, это тоже очень эффективно работает. И второе, а если человек вам навредил, и вы не знаете, как этого человека можно наказать, как работает наказание. Обычные люди, если за человеком не стоит какая-то гипотетическая сила, будь то там религия, большое количество людей или там кто-то за этого человека молится ежедневно, является достаточно уязвимым человеком в мире, там, в котором он проживает. Так человек, которого не любят в семье, не любят родители или он не любит родителей, он там верует или не верует, это тоже не играет особой роли. Он достаточно уязвим для чего? Для того, чтобы на него могли влиять какие-либо люди, будь то ментально, это когда о вас вспоминают и говорят, да, этот человек Петя, он какашка. Сейчас я посмотрю, там комментарий мне написал дяденька, я сейчас посмотрю, как его зовут, дальше буду использовать его. Так, посмотрим, где ты тут, зайчик наш. Опубликованные. Так, с вопросами. Ну вот. Да ладно. Удалил он. Просто такой классный человек. Он написал мне комментарий плохой. И я хотел взять его сейчас и с ним поработать, потому что мне потом неинтересно. И, допустим, ну неважно, я сейчас вспомнил, как его зовут, допустим, условно скажем, что его зовут Игорь, и человек, допустим, делает зло. Какую задачу он ставит в тот момент, когда он пишет плохие комментарии? Какую задачу ставит человек, когда думает о ком-то плохо или говорит о ком-то плохо? Задача одна. Он хочет сделать так, чтобы тому человеку, который это читает, принести боль. Это боль душевная. Таким образом, такой человек чего хочет? На самом деле, этот человек очень хочет боли, потому что он является магнитом боли. Поэтому для этого человека можно отдавать боль. То есть я беру боль своих учеников, которые у меня есть. Пусть мои ученики сейчас появятся передо мной. Вот я их всех вижу перед собой. Пусть мои ученики отдадут мне свою боль, которая связана у них с чувствами, с неприятностями жизненными, с болезнями. Вот я ее собрал, эту боль. И говорю этому человеку: вот, дорогой Игорь, ты хочешь от меня боли, хорошо, я согласен, я отдаю тебе боль свою и своих учеников. И отдаю ее тебе, а взамен от этой боли я забираю твое, забрать даже нечего, я забираю твое благополучие. Давай мне свое благополучие, а вот тебе боль. Ну и иди дальше как хочешь. Таким образом я наказываю человека, и это очень мощно с ним сработает, потому что, скорее всего, до завтрашнего дня этот человек, в зависимости от проявленной ко мне злости и ненависти, получит достойное вознаграждение, а у моих учеников, которые идут за мной, будет существенное облегчение. Ну, во всяком случае, мы насыпали ему хорошо. Вы, если вы ученик школы, можете тоже пользоваться такими методами. Как делать так, чтобы определить, и как же использовать обычному человеку, если человек плохой и сделал для вас что-то плохое, то идентифицируйте этого человека как плохого. Когда у вас что-то распирает, и вы говорите: вот я ему сделаю, я его ненавижу и так далее, вы обычно это закрываете в себе. Это супер, потому что это говорит о том, что у вас хорошее христианское образование, или же каким-то образом ментально на вас это повлияло. В этом, в общем-то, ничего плохого нет. Считать, что весь мир прекрасный, и все люди хорошие, и всех нужно любить. Но не стоит забывать о том, что если в этом мире никаким образом не идентифицировать негодяев, то негодяи будут плодиться и дальше. Именно поэтому, когда человек что-либо для вас плохое сделал и вас распирает от ненависти к этому человеку, то произносите в сторону этого человека ругательство. Допустим, это выглядит так, как с этим Игорем. Я говорю: Игорь негодяй, Игорь негодяй, Игорь негодяй, Игорь негодяй, Игорь негодяй. Пусть весь мир знает, что Игорь негодяй, Игорь негодяй, Игорь негодяй. Пусть весь мир знает, что Игорь негодяй. До того момента, пока душа ваша не
отпустит это состояние. Вот когда отпустит, появится радость. Это будет выглядеть: Игорь негодяй, ахахаха, негодяй. Ну и это все очень эффективно работает. Можно там матом обозвать, или можно его даже там послать куда-нибудь. Это очень хорошие методы. Пусть этот мир идентифицирует. Почему на эзотериков такое не работает? Допустим, если найдется 1 миллион человек, который начнет говорить: Дуйко негодяй, Дуйко негодяй, Дуйко негодяй. Дело в том, что я занимаюсь эзотерикой. И я занимаюсь этой эзотерикой чрезвычайно давно. У меня даже есть фотография, ее сейчас покажу вам. Где-то вот он. Вот здесь на этой фотографии мне 12 лет или 13 лет. Я, к сожалению, не помню, когда была сделана эта фотография, она черно-белая. И найдя журнал в «Огоньке», там была публикация, учебная публикация о том, как заниматься йогой. И это были мои первые прикосновения йоги. Я уже здесь сел в специальную диету. Меня очень вдохновила история Миларепы и Наропы, которые занимались йогой холода. И вот здесь мне 12 лет, я уже сижу в позе лотоса и пытаюсь каким-то образом, я в белой футболке, потому что мама мне одевала белую футболку под рубашку, чтобы я не пачкал рубашку, потому что постирать футболку легче, чем рубашку. И сверху у меня пилоточка, внизу какие-то штаны, и рядом лежит портфель, и там сложенный галстук, и рубашка, и пиджак. Все тогда ходили, а сзади меня нашел самый настоящий директор школы. После чего было сказано мне, что я однозначно нехороший человек, а все мои друзья очень долгое время кусали меня и все время говорили о том, что мне нужно, даже отец мой сказал, что мне нужно сбить деревянную такую палку, на нее вбить гвозди, я буду на этих гвоздях спать, и в дальнейшем я стану клоуном в цирке. Ну вот как-то так воспринималась тогда йога. Это было точно не идея саморазвития, потому что идея саморазвития — это было горячо любить советскую родину, жить, как учил Ленин и как учила коммунистическая партия, соответственно, Советского Союза. Меня она не учила жить ради Ленина или еще чего-либо, потому что меня больше интересовала йога и духовное развитие. С того времени я начал задумываться о том, что существует паранормальное состояние, о том, что существует йога. И много всего было в моей жизни, как бы развитие это развивалось. Я не отворачивался от йоги буквально с 13-14 лет. Я перешел на вегетарианскую диету, больше 20 лет я занимался вегетарианством, потом отменил это все, потому что здоровье не позволяло, ну и сейчас не хочу переходить в это состояние. Тем не менее, хочу сказать, что у меня очень большой опыт, как ни странно, занятия йогой, занятиями самопознанием, медитацией. Я настоящий практик и достаточно популярный в определенных кругах, особенно в той стране, где я нахожусь. Именно поэтому я часто говорю, нужно обучаться у тех, кто является практиками. Приезжайте ко мне или проходите мои ступени, занимайтесь правильно практиками и будьте настоящими людьми, которые занимаются у человека, который посвятил половину своей жизни и чтению мантры, занятиями йогой, и построил свою жизнь таким образом, чтобы существенно ему помогала магия. Есть ли какие-нибудь сдобудки, я не знаю, как это на русском языке, почему на меня нельзя воздействовать? Дело в том, что у каждого человека, который занимается йогой, есть опыт, или занимается эзотерикой, есть опыт. Этот опыт — это прямого воздействия. Когда вы не нравитесь одному человеку, то на вас это никак не отразится. А когда вы не нравитесь 200 тысячам человек, то тогда вы можете начать, вы и ваша семья начнет себя плохо чувствовать. Как можно воздействовать на какого-либо человека? На него можно воздействовать, если у него есть имя и фамилия. То есть на меня можно воздействовать как на Андрея Дуйко. И воздействует достаточно сильно. Но дело в том, что я как эзотерик не живу с позиции Андрея Дуйко. Я живу через призму определенного духовного имени. То есть то, что человек видит в этом материальном мире, он видит Андрея Дуйко и так далее. А в духовном мире, через которое на меня можно воздействовать, я живу через определенное духовное имя, которое известно только мне.
Поэтому до того момента, пока человек не будет знать мое духовное имя, воздействовать на меня каким-то образом просто невозможно. Даже просмотреть информацию, там, какой Дуйко, что сделал Дуйко и так далее, нереально. Потому что ключик-то спрятан, знаете, а он спрятан в яичко, а яичко в курочке, а курочка в медведе, а медведь там в олене, а олень где-то бегает. Поэтому так вот запросто, очень смешные люди, которые там на картах, сейчас мы скажем, кто такой Дуйко. Так невозможно. Или там мы предскажем, что это за человек. Невозможно сделать. Это невозможно сделать до того момента, пока нет прямого подключения. А что можно получить? Если просматривать, можно получить в лобик, потому что это защиты. И я это все передаю в своей школе, помогаю своим ученикам обрести такое духовное имя, получить защиту и сделать так, чтобы на них не было никогда такого подобного воздействия. Ну а в общем-то люди обычные, они подвергаются такому воздействию. Походили по рынку, вас там поплевали в спину, потому что вы кого-то толкнули, у вас было плохое настроение, от вас плохо пахло. Пришли домой, и вас колбасит, вам то выпить хочется, то зуд на коже появился, или девочки, лето началось, сняли там штанишки, одели юбки, мужчины едут на них, смотрят, завидуют женщины, что у них красивые еще до сих пор и тонкие ноги, а у них уже и некрасивые, и не тонкие, и не молодые. И это все приводит к тому, что появляется сыпь на коже, появляется аллергия, появляются вот такие элементы влияния, появляется негатив, появляются даже порчи и так далее. Так человек может идентифицировать для кого-то там плохо себя, и его там, допустим, МММ-компания или еще какая-то, вот он там что-то сделал, и много людей начинают его ненавидеть. И вот ежедневно эти люди собираются или думают, и говорят, какой же плохой, какой же плохой. Вот то, что они так думают плохо о человеке, будет делать ему плохо. Сразу же человек у меня спросит: Андрей Андреевич, а как же там правители и так далее. Эзотерика управляет миром, именно поэтому рядом с каждым правителем находится целое войско эзотериков, которые защищают и президентов, и первых, и вторых, и третьих, и пятых. Рядом с каждым человеком, который добивается невероятных материальных высот, или какого-либо богатства, или еще чего-то, обязательно будет находиться человек, который профессионально занимается эзотерикой. Это всегда так. И именно эзотерик и подталкивает, и создает, и коммуницирует, и мотивирует, и что-то делает для такого человека. Обычно в религии это занимает там, пост, допустим, батюшка какой-нибудь. То есть это с позиции страны выглядит так. Допустим, страна там христианская, есть патриарх христианский, он собирает энергию с вертикали своей власти, то есть люди приходят, они в церквах молятся, эта энергия собирается через батюшку при помощи инициации, передается высшим чинам, высшие передают еще высшим, в итоге этим всем пользуется патриарх. Его благословение, оно защищает и помогает и создает. То есть вот он энергетически это молится за этого человека, энергетически влияет на этого человека, энергетически создает, и это мощно работает как защита. Как работает хорошая защита? Я могу сказать, когда вы желаете смерти человеку, за которого молится, допустим, патриарх, желаете ему искренне смерти. То есть так, если вы профессионально желаете смерти, возможно, кто-то бы скопытался. А из-за того, что вы желаете смерти вот такому человеку, ждите обратку. Каким образом она будет ударять? Обычно это происходит ментально. То есть если у вас мощная энергетическая сила, вы чувствуете в себе яркую, клокочущую ненависть и при этом со всей силы проклинаете человека, и раньше это сработало на ком-то, и кого вы послали там или еще что произошло, человек умер на 100%, это подкреплено у вас в памяти, вы почувствовали эту энергию, еще раз проклянули какого-нибудь там руководителя и так далее, то у вас может быть после этого очень сильный энергетический удар, будет ощущение такое, как будто вам хочется закончить жизнь самоубийством. Это продлится в зависимости от того, насколько вы готовы перерабатывать вот такую негативную энергию, и это может растянуться на годы, и это может быть там на протяжении 5-7, там 4, 5, 6, 7 часов. То есть это вот так это работает система. Те люди, которые
С одной стороны, с другой стороны влияют и пробуют это делать, они не готовы к тому, чтобы появлялись вот такие состояния, потому что они очень болезненные. И обычно люди, которые занимаются профессионально, вот как я, эзотерикой, они периодически могут почувствовать влияние таких энергий, но адаптированно, потому что для себя считаем такое влияние уже силой и справляемся, как бы не обращая на это никакого внимания. Отождествляя это с чужим воздействием, таким образом обретаем силу, как бы не обращать внимания, ощущаем это как одно из элементов влияния струн или влияния внешнего мира или влияния там бесов, демонов, энергии или еще чего-либо. Вот так все интересно это выглядит. Ну и поэтому я все время говорю, да, можно ненавидеть там правительство, можно ненавидеть еще что-то, но не берите на себя ответственность, не проклинайте, не желайте этим людям максимальной смерти, чтобы они там, это может ударить вас очень сильно, повлиять и на вас, и на вашу семью, ну, если у вас нет духовного имени. Обычно у этих людей есть и защита в виде вот таких религий, там, церквей и так далее, и у них есть еще отдельные эзотерики, которые целое войско, и вы никогда не узнаете настоящее имя. Об этом можно почитать в книге Гурджиева. Он когда-то писал, что в одной из своих книг он писал о том, что человек, который занимается эзотерикой, является руководителем школы, он не должен давать полную и стопроцентную информацию о себе другим людям, потому что это позволит его идентифицировать в пространстве и собрать по крупицам. Именно поэтому такие люди, которые занимаются профессиональной эзотерикой, они, как ни странно, очень часто вокруг себя создают легенды. Эти легенды, которые вокруг них создаются, они обычно связаны с тем, чтобы на них нельзя было воздействовать и создавать полную картину. Потому что чем больше ты знаешь прошлое, тем больше у тебя есть элементов или вот этих виноградинок, которые можно собрать между собой и в дальнейшем через ниточки кармы влиять там на человека, его семью, на его жизнь или еще на что-то. Но это уже как бы профессиональные такие моменты. Обычно такие люди, они не выставляют, они позволяют или показывают только то, что им выгодно или то, что нужно. Знаете, один человек мне когда-то написал: Андрей Андреевич спрятал свои часы. Наверное, стыдно, что заработал такие часы. Нет, дело в том, что если я прячу и потом показываю, то я специально это делаю, чтобы их увидели. Потому что если бы я их не прятал, то их бы не увидели. Видите, как мы отличаемся. Поэтому разные уровни разных людей совершенно по-разному воспринимают информацию. И очень часто, когда люди воспринимают это так-то, так-то и начинают обсуждать, то, возможно, они не понимают на самом деле той задумки, которая была вложена в самом начале. Понимаете? Ну и там ошибки, которые может совершать эзотерик. Допустим, вы слышали, наверное, я предсказывал многократно неправильные события или говорил, что там закончится и так далее. Неужели вы думаете, я тот человек, который не знает? А скажите, зачем мне это говорить? И второе, тогда зачем я сказал? Из-за популярности у меня ее достаточно. А зачем я тогда это сказал? Ну, есть, видимо, те силы, которые говорят, что я должен это говорить. Почему? Если сказать, что скоро закончится, тогда появится у кого-то желание побыстрее пойти и это пройти. А если, понимаете? И, конечно же, это минусы этой деятельности, потому что тебя используют уже как популярного блогера, как эзотерика, как человека компетентного и как человека, которому верят. Но, к сожалению, для того, чтобы ответить правдиво или честно на этот вопрос, нужно сначала задать вопрос: зачем? Зачем? Какую цель я должен поставить для того, чтобы ответить на этот вопрос? Но отвечаю ли я кому-нибудь? Иногда да. Добрый вечер, золотой учитель Андрей Андреевич. Восхищаемся вами многократно. Спасибо. Ігор Міроненко, яку найліпшу практику для мене ви порекомендуєте для здобуття фінансової свободи? Найдіть, будь ласка, зображення Лакшмі чи Ганеші. І кожен день, особливо у четвер, п'ятницю, суботу, неділю, кладіть біля них червону таку хустинку і на неї кладіть 4 шматочки цукру.
чи конфети цукрові, якоїсь такої, щоб молоко і цукор був. І читайте мантру «Ом хрім шрім клім лакшмі б'йо намаха». Или «Ом гам ганапатае намаха». Или «Ом хрим шрим клим лакшми гам ганапатае намаха». И после этого вот эти конфетки, 5 штучек, которые выложите, выходите на улицу, одну бросаете на север, юг, запад, восток, а одну над собой. И говорите, пусть силы мне помогут. И это принесет вам материальное благополучие. Лариса, дякую вам за ваші безцінні поваги, увагу, здоров'я вашій мамі на многі літа і в день народження з великою вдячності для вас і вашій родині. Моя мама, вона дуже гарна людина і вона мене завжди і у всьому підтримувала. Вона завжди казала, що ти хочеш, все роби. Вона казала, ні на кого не дивись, якщо хочеш вчитися, вчися, якщо хочеш бросити, брось, якщо тобі не подобається, роби так, щоб тобі подобалось. І вона мені казала колись, я приїхав з дівчиною, вона мені каже, дівчина гарна, але ж ти до неї якось так. Я кажу, да, я щось заблудився, бо дівчина і гарна, і рідні в неї гарні, і все гарно, і мені все подобається, але щось в мене ось не лягла вона якось. І мені моя мати сказала, не потрібно, бо будеш потім і себе цькати, і її мучити, не потрібно. І ми потім приїхали, і я їй кажу, я не можу з тобою жити, вибач мене, що так довго затримали, до речі, рік з нею прожив. І кажу їй, вибач, не будемо ми разом і так далі. Вона обідалася, ну, потім сказала дякую, бо щось в мене теж якось було не так, як я хотіла. Якось так. Але так собі. Молодець, мама в мене мирова. Очень жаль, что сейчас Крым оккупированная территория, и моя мама находится в Крыму. Я ее убеждал и упрашивал, когда она ко мне приезжала с братом, и я прямо убеждал ее. Я говорил, мама, нужно вам остаться, потому что у меня есть возможности, и я бы занимался лечением. Нет, я вот там... Папа похоронен, я нахожусь рядом с ним на одном кладбище, как же будут там святки эти, Пасха и так далее, я не пойду к отцу, и что это такое, как это я буду, фиг знает где. Ну и вот не смог ее удержать, знаете, я все равно хозяйка, я буду хозяить и все, а сейчас вот болеет, и я поехать не могу, вот дистанционно, насколько это возможно, помогаю. Инна, спасибо за ваш труд. Это сила, ученик меняется в лучшую сторону. Хочу приобрести курсы целительства, хотя вы говорили, не всем сразу поможет быть целителем. Если человек обучается у меня и проходит 3-дневный семинар целителя, он становится самым лучшим в своем регионе, и лучше его никого. Я вам говорю это на 100%. Смело приобретайте курс целительства 3-дневный и смело занимайтесь, только не придумывайте, не выдумывайте ничего, а вот просто тупо делайте, как я там говорю. Больше вот никаких придумок не делайте. Вот там говорю, нужно приложить и чувствовать, приложите и чувствуйте. Я говорю, нужно представлять и делать, представляйте и делайте. Больше ничего. То есть вот все, что я говорю, даже говорю, если там делаете так и представляется так, вот так не нужно, если представляется, вот значит не нужно. И тогда все идеально получается. Знаходимось в окупації в селі, де залишилось декілька будинків. Мама після інсульту не ходить, не бачить. Чи потрібно нам переїздити в місний район, де маю квартиру? Так. Потрібно, бо вам загрожує дуже велика опасність. І ви прям по ниточці ходите, не сидите там. Андрій Андрійович, дякую вам, поради, дуже цікаво, деякими вже скористались, здоров'я вам, вашій родині, дуже дякую, мені дуже приємно. Добрый вечер, ваша ученица хотела бы рассмотреть дополнительные продажи товара, у меня получится? Да, надо рассматривать другое направление. Получится продажи товаров, можете пробовать этим заниматься. Добрый день. Когда приезжали навестить маму, мужа и сестру, я получала сильное отравление, даже если один чай пила. И так 20 лет. Одна я неделю с отравлением, потом лежала. Что это такое было? Я не могу оскорблять или говорить то, что было. Дело в том, что это подтвердить невозможно, это омрачит ваших близких и так далее. Я хочу вам сказать,
Какая разница, что было? Это же прошло, вы не умерли, вам неплохо. Зачем вы ковыряетесь? Какую задачу ставите? Вот если вы мне ответите, зачем вам это? Хотите отомстить, я в этом участвовать не буду. Хотите знать, кто там, что вам делал, ну я не буду этого делать, потому что вы человек мстительный, начнете потом это крутить, ненавидеть. Зачем вам это надо? Слушайте, вы не умерли, живете хорошо, сейчас все хорошо. Зачем вам это надо? Нет. Ольга Артюшенка. Вітаю, дякую за тібетську формулу. Питання, чи буде в цьому році в мене відпочинка з коханим, вдасться поїхати на кілька днів? Так. Вдасться. Светлана, уважаемый Андрей Андреевич, здрасте, мне 68, мечтаю жить в Италии. Учу итальянский, все родные, друзья смеются надо мной, реально ли моя мечта? Спасибо. Как-то не очень идет вам жить в Италии. Как-то не очень у вас идет ни финансово, ни знакомых. Но, знаете, мечты, они настолько сильны, что могут помочь человеку свернуть горы. Поэтому пусть все получается. Неля Бармина. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Когда мы были подростками, мы с подругой посестрились. Но прошло много лет, больше не виделись. Это повлияло на мою жизнь? Нет. Как примирить всех родных? Все перессорились, никто не хочет первым идти на перемирие. Подскажите, посоветуйте. Виноваты друг перед другом все. Папа, мама, сестра, 2 брата, 2 невестки, и я между ними. Представляете, будто всех ставите перед собой вот так вот и представляете, будто ваша кровь выходит и соединяется. Папе в ноги, потом из ног папы к сестре, потом из сестры еще в чьи-то ноги. И после этого через головы тоже со всеми. И после этого на вдохе представляете, будто кровь от них заходит в вас, на выдохе из вашей головы заходит к ним. После этого представляете, будто вы стали в круг, все обнялись и начинаете танцевать танец сиртаки. Веселый, прикольный, обнявшись друг с другом. Это помирит очень быстро, в конце запечатайте все обязательно. И это сработает, если вы ученик школы. Надеюсь. А если нет, то не сработает. Татьяна, почему? Потому что ключевым является запечатывание по методу школы. Если не знаете, ничего не выйдет. Татьяна Амельчак, скажите, пожалуйста, саранча в Запорожье — это природное явление или биологическое оружие? Это природное явление, вызванное тем, это явление вызвано тем, что очень много сухих земель. Дело в том, что сохнут земли, и когда происходит высыхание земель, то саранча, она с привычной территории начинает мигрировать, потому что ей нужно кушать. Так она растянута на большой территории, ведет свою эволюцию, и там, в общем, ничего не происходит. А у нас же высохло, там взорвали плотину Каховскую, после этого сухие земли сейчас там от Крыма и в Донецке и так далее. И да, это целые территории, где были популяции саранчи, они начали сужаться, и вот они мигрируют. Миграция саранчи при отсутствии воды, это как бы понятно. Такое бывает, когда пустыня наступает, то появляется саранча. Да, к сожалению. И саранча — это явление, с которым можно бороться. Не нужно переживать, она будет только в этом году, на следующий год саранчи уже не будет. Добрый день, соседка говорила, у нас светлые не выживают, глядя на мои светлые волосы. У них погибали все животные белого окраса, собаки, кошки, коровы, выживала только черная. С чем это связано? Понятия не имею, но вы же выжили, значит, то, что она говорила, полная чепуха. Снежана, бывший, предлагает выйти замуж, а я не знаю, что делать. Я, к сожалению, не решаю, выходить вам замуж или нет. Потому что если вы выйдете замуж, то после этого, будет вам плохо или хорошо. Знаете, я не могу решать вместо вас такие вопросы. Если у вас сердце лежит к этому человеку, хотите с ним всю жизнь прожить, конечно. А если не лежит, не хотите с ним прожить, конечно, тогда нет. А от меня что вы хотите? Зачем я вам? Хотите сесть на плечи этому человеку и жить, сядьте и живите. Какой существует метод, который может помочь женщине выйти замуж? Существует метод, который может помочь выйти женщине замуж, он очень несложный. Нужно запомнить только 2 процесса. Первый. Всегда одевайте в четверг желтую одежду.
а в пятницу белую одежду. Делайте это 5 недель подряд. Вот если это сделать 5 недель подряд, то обычно через 5 недель женщина обязательно выходит замуж. Ну, не через 5 недель, а на протяжении года. Этот обряд делается 5 недель, каждый четверг в желтой одежде, каждую пятницу в белой одежде. Может быть только там белая косынка. Смотрите, если только белая косынка, то это может растянуться там на 3 года. А если вся одежда целиком белая, то тогда на более короткий срок. А дома ходить можно? Можно, но здесь фишка заключается в том, чтобы не просто дома ходить в этой одежде, а еще и выйти туда, где вас увидит большое количество людей. Допустим, в магазин или на базар. Вот так. Поэтому это такой обряд. Он действительно работает, не имеет значения полнолуние, новолуние, все равно. Підкажіть, будь ласка, чи буде краще мені оформити на пенсію, чи продовжувати працювати на цьому ж місці? Показують, що пенсію потрібно оформляти. Жонита Дудориаса. Вы часто говорите опуститься до уровня животных, но во многих смыслах животные намного лучше людей. В том, как они любили и защищали своих детей, например, дельфины вообще умнее человека. Когда человек говорит о животных, он говорит, наверное, обо всей популяции. И когда мы говорим о людях, мы говорим тоже обо всей популяции. Так вот, когда мы рассматриваем животных, то вы при этом рассматриваете одних животных и опускаете других. А есть такие животные, которые съедают своих детей во время рождения. Я знаю, что кошки загрызают, мышки загрызают своих детей. Есть животные, которые там спят с детьми. Допустим, у животных, собак и кошек могут быть дети от своих же детей. Ну, вы понимаете, это я и называю быть животным. Ну, то есть мы же отличаемся, как бы человечество отличается милосердием, знаете, а вот то, что человек не стремится быть человеком, чем отличается человек? Милосердием он отличается, терпением он отличается. Знаете, когда человек, когда животное живет и родилось у этого животного, допустим, у тигра, у тигрицы родилось животное, родился там детеныш родился, и он слепой, то они его разрывают. Или родился там с какими-либо мутациями, они тоже его разрывают. То есть они не позволяют как бы руководятся рефлексами, они понимают, что это животное не выживет и скорее всего будут вот проблемы. Естественный отбор, как там в свое время нас обучали в школе. У людей этого нет. Если у нас родился ребенок, он больной, то мы служим этому ребенку до конца своей жизни. То есть мы его растим, потом смотрим, потом помогаем этому ребенку. Это и есть человеческое милосердие. Почему этому миру нужны, почему женщинам нужны мужчины? И с чем это связано? Дело в том, что человеческая популяция, она связана с долгим обучением ребенка. Если животное может обучать, там тигр может обучать своего ребенка 1 год, или бегемотик там 1 год или 1,5 года, то человек не может за 1,5 года обучить ребенка социуму. Ему необходимо довести его до полового созревания, после этого научить его коммуникации, разговорной речи, после этого помочь ему устроиться на работу, там, возможно, купить ему жилье, помогать ему на протяжении всей жизни. И женщина очень часто, которая должна и воспитать, и накормить, и обстирать, она не может это сделать сама, и необходим помощник. Именно поэтому очень часто женщине необходим мужчина. И когда женщина говорит, почему у меня нет мужчины, женщина должна быть ориентирована, чтобы найти себе того, кто будет помогать ей. А это значит переложить ответственность и обязанность со своих плечей на него. И когда вы встречаетесь с кем-то, то нельзя хвастаться, я и этого добилась, я этого смогла. Чем самостоятельнее женщина, тем меньше шансов у нее выйти замуж. Вопрос, почему? Так а зачем? Сама можешь, значит, тебе не нужен помощник. Сама можешь, зачем тебе кто-то, раз ты такая самостоятельная, раз ты такая феминистическая, раз такая все можешь. Наоборот, нужно казаться и стараться, делая так, чтобы внешне выглядело, что ой, у меня ничего не получается, но я хочу, вот ты будешь, и я вообще...
и так далее. То есть наоборот восхищаться мужчиной, знать, что он защитник, что это основа семьи и так далее. Ну и это все вот таким образом отображается в дальнейшем, знаете. Конечно, когда женщину воспитывают, она потом, я институт закончил, я и на УЗИ работаю, я еще что-то, и коня остановлю, и в горящую избу войду, и еще что-то, еще. Так зачем это? Зачем вам мужчина? Рожайте, и раз вы такая самостоятельная, зачем вам? Его очень часто у самостоятельных женщин нет мужчин. А по поводу того, что есть животные лучше людей, да, есть люди лучше животных. Среди животных тоже есть не очень хорошие животные. Они хорошие, они делают все неосознанно. Они делают это все, потому что им рефлексы дают. А люди осознанно делают, без рефлексов. Они осознанно служат. Я много историй таких в детстве читал, когда пожарник, у которого там 5 детей, спасал ребенка от пожара в ущерб своей жизни, погиб и так далее. То есть он знал на 100%, что он погибнет, но он помог этому ребенку выжить и так далее. То есть это чисто человеческий подвиг. Это человеческий подвиг служения и служения своему роду людей. Вот подвиг Иисуса Христа. Что сделал Иисус Христос? Вот в моем понимании Иисус Христос, люди были как животные. То есть людям нравилось, когда там других людей убивали, насиловали. Не зря ведь он сказал, там, не воруй. Значит, все были ворами, раз ему пришлось это сказать. Не укради, значит, все были крадежками. Он сказал, не убей. Значит, убить было просто как в туалет сходить, знаете, до того момента, пока он это сказал. Почему? Ну, потому что это было объективно, и об этом никто не говорил, об этом никто не говорил, что этого не нужно делать, и этому человеку, Богу, ему пришлось сказать, что вот этого точно не надо, товарищи, потому что если вы этого не будете делать, вы будете ближе к Богу и будете хорошими людьми. Странно, кстати, как страны, которые имеют христианство, нападают на другие страны и убивают. Вы мне можете объяснить? Я лично не могу себе это объяснить, как можно клясться на Библии и посылать людей на смерть. Не понимаю. Знаете, как по мне, Иисус Христос, наверное, очень бы расстроился. Нужно им закрыть церкви, потому что это очень некрасиво и очень нападать на другую страну, разрушать, бомбить, там, это ужасно. Ладно, не об этом. И Иисус Христос, Он забрал боль людей и помог им перейти как раз с позиции животного мира на позицию более человеческого мира. Наверное, Он хотел сказать о милосердии. А одна из историй, это история еще и предательства, ведь Иуда предал Иисуса Христа, человека, Бога, за которым он шел, который был как отец для него, который был много лет для него самым близким, самым нужным, которому он верил, доверял, и, наверное, там много историй было связано с исцелением и с какими-то прекрасными подвигами. Но зачем он предал? И здесь, наверное, предательство в этом случае является еще одной заповедью, но уже такой закрытой. То есть это как раз вот тот вариант, когда не предай, потому что именно предательство это очень плохо. Потому что мы видим историю предательства, это вот делает, наверное, настоящего христианина настоящим христианином. Он не должен предавать свою мать, не должен предавать своих детей, не должен предавать свои заповеди, не должен предавать свою веру. Наверное, это очень важно, знаете. Вот это и есть, наверное, основа настоящего верующего человека. Добрый день, учитель. Подскажите, как самодисциплинировать себя? Обычно мотивация любая самодисциплирует человека. Видимо, вы недостаточно мотивированы. Если у вас появится неприятность и у вас появится мегадолг, то вы будете отдавать и будете очень дисциплинированы и мотивированы. А это то, что у вас сейчас нет дисциплины, говорит о том, что у вас нет проблем. Не надо себя никак дисциплинировать. Не надо. Живите лучше так, чтобы дисциплины у вас не было. Почему? Это говорит о том, что вы живете в счастье и все в вашей жизни хорошо.
Чем лучше жизнь человека, тем больше он не дисциплинирован. А человек говорит, как же лучше, если он все время лежит на кровати, не хочет работать. Он находится в комфорте, это его счастье, вот так вот лежать, ничего не делать, зарабатывать мало. И это не требует от него ни дисциплины, ничего. Он находится в счастье. У меня когда-то была история, я путешествовал в Тибете, ездил в Ладхак, это индийская сторона Гималаев. И когда мы путешествовали, поднимались к монастырю тибетскому, который в Индии находится, то там очень тяжелая дорога была, и часть этой дороги нам пришлось идти пешком. Нас было где-то человек 8, и навстречу навстречу шел человек, которого я раньше видел. Я его раньше видел, и он там попрошайка. Ну, он попрошайка с религиозными целями такой. Он меня увидел, очень обрадовался, бежал ко мне и говорил: мистер Андри. И я знал, что его встречу, потому что это как раз его как бы местность, где он зарабатывал. И я ему купил целый блок сигарет, потому что он любил курить. И вот такой разговор состоялся, он звучал буквально так. Я говорю: как же ты живешь? Он говорит: да нормально живу, каждый день ем чапати, курю сигареты, верю в Бога. Я говорю: а ты счастлив? И он говорит, и он мне отвечает: я говорю: у тебя же ничего нет. Он говорит: да, у меня ничего нет вообще. Я говорю: а ты счастлив? Он говорит: да, я счастлив. Я счастлив. И я увидел у него в лице счастье. Он был счастлив. А я не был. Хотя у меня было денег, наверное, больше, я мог бы купить там полгорода, в котором я был. И владелец заводов, газет, пароходов, знаете, и мог бы многое себе позволить. Но я вот рядом с ним стоял, и я был несчастлив, потому что у меня были проблемные отношения с родственниками, проблемные отношения с женщиной, которой жил, проблемные отношения, и там проблемный бизнес, и вообще все было проблемно. И вот я стоял перед ним, и я не мог понять, почему он счастлив, у него в глазах было больше счастья, чем у меня. Ведь я утром наелся до отвала, я шел, на мне были там дорогая одежда, дорогие часы, я шел, и у меня было больше знаний в 4 миллиона раз, чем у этого человека. И там так много всего было, но он был нереально счастлив, а я был нереально несчастлив. И для меня это тогда послужило уроком. Почему? И богатые тоже плачут. Нужно стремиться не к богатству, а к счастью. А как к счастью? Ну так, наслаждаться. Я обычно это говорю на первой ступени. Мантра есть такая. Нам Сарвататагатанам. Сарва ситхими проект, сарва карма сучами, читам шеем курухум, ха-ха-ха, хопагаван, сарва татагатава джамамюнчева джипам махсамайсат. И там вот есть слово ха-ха-ха, хопагаван. Там он говорит, что а мне все равно, я все равно все время при ощущении Бога говорю ха-ха-ха и все равно наслаждаюсь жизнью, несмотря ни на что. Это путь к святости. Таким образом, говорится в этой мантре или в этом гимне о том, что человек наслаждаться должен. Я это говорю на первой ступени. Всегда получайте от жизни удовольствие. Второе, а если не получается получать от жизни удовольствие, стремитесь к тому, чтобы получать от жизни удовольствие. А если не получается стремиться, тогда вы переходите к завершению. Потому что это и есть путь к вечной жизни. Чем больше удовольствия и радости в жизни, тем дольше ты живешь. Чем меньше удовольствия и радости, тем быстрее ты умираешь. Таким образом, сакрально цикл жизни, он соизмерим с тем, наслаждаешься ли ты подаренной Богом жизнью, а в случае, если ты не наслаждаешься, то весы работают так. Чем больше страдаешь, тем быстрее умираешь. Снежана, добрый вечер, учитель. Кому можно доверять в этом мире?
Я не доверяю даже сам себе. Это связано с тем, что когда идешь к холодильнику утром, говоришь, так, я аккуратно покушаю, потому что есть избыточный вес, и вечером кушать не буду. И после этого вечером лежишь в 3 часа ночи, потому что не можешь заснуть из-за того, что летают ракеты, и думаешь, так, не буду кушать, и это и есть западня. После чего идешь, обязательно ешь самую-самую жирную пищу, заедаешь это все чем-то мега вкусненьким. Самое страшное — это сладкое что-то съесть. Потому что через час после съедения сладкого появляется голод и хочется чего-то несладкого. Поэтому сладкое уже как бы прошлый век. Поэтому у меня там лежит какой-нибудь кусочек чего-нибудь, обычно яйцо. Я для таких случаев держу вареное, знаете. Как там корейка, как там в свое время в книге «Золотой теленок» там писалось, что корейка был очень плохим человеком, потому что он утром обычно начинал свое утро с зарядки и съедал 2 вареных вкрутую яйца. Что говорило о том, что он очень плохой человек, потому что только очень плохие люди по утрам делали зарядку и съедали 2 куриных яйца, сваренных вкрутую. Без объяснений. То есть почему они решили, что только плохие люди едят вот эти... Ну вот я, наверное, считаю себя плохим человеком, раз вечером перед сном, когда засыпаю, хочу кушать, иду и съедаю вот такое яйцо. Поэтому кому нужно доверять? Есть хороший... Знаете, кому можно доверять? Можно с одной стороны всем доверять абсолютно, если нет шизофрении. Потому что, знаете, когда объективно происходит обман и использование, то это видно. Но, знаете, есть такие люди, которые говорят, мы абсолютно доверяем, а им говорят, да вам же писают в глаза. Человек говорит, а я все равно буду, я искренне верю, я там... У меня был знакомый такой, он жил с женщиной, ей прямо внешне нарисовано на женщине было, что ей ни в чем нельзя доверять. И она его обворовывает, и забирает у него, и жить с ним не будет, и изменяет ему, и там все остальное. Но вот его искренние глаза, как у матери Терезы или у Матери Божьей, знаете, голубые. Я ему говорю, Юра, ты что не видишь, она же тебя просто съедает. Он говорил, нет, я ищу один повод для того, чтобы быть счастливым человеком и так далее. Вот в его случае не нужно было доверять. Есть второй случай. Такой мужчина был наоборот, как бы Юрин антипод. Назовем его Славой. И у него было наоборот. Вот у него жена преданная, с голубыми ангельскими глазами, такая Юля, с красивой большой грудью. Белокожая, красивая, просто невероятно женщина. Еще и хорошо работающий, этот Слава нигде не работающий, придурок на 100%. И вот, ну нельзя так оценивать людей. И вот он все время, нам строит, они с мамой там хотят у меня отобрать, хотят мою недвижимость забрать, хочет там, шипел все время, как утак на нее. И вот я бы ему не доверял на месте Юли, так и произошло. Она родила ребенка, после этого он ее бросил, ушел какой-то молодой, знаете, оставил без ничего, еще и долг какой-то на нее повесил и так далее. Есть объективные причины, когда можно доверять, как в случае моем. Я живу со своей женой и видимых причин для того, чтобы не доверять этому человеку, я не вижу. А в случае, если у меня появляется ощущение такое, то я обычно говорю, это бесы. Потому что женщина родила мне кучу детей, мы живем, у нас все очень хорошо в жизни. Зачем мне лишние мысли о том, что я бы мог гипотетически ей не доверять? Почему? Ну так у нас много лет вместе, есть совместные дети, есть совместное имущество, я просыпаюсь и засыпаю. Какой бред может прийти в мою голову? Конечно, все, что попадает в мою голову в этот момент, это все полная глупость, абсолютная фигня. Поэтому я никогда этого не допускаю, даже если это возникает. Ну, скажу по секрету, не возникает. И с вот этим Юрой или с вот этим Славой, ну, знаете, когда это внешне видно, что доверять однозначно нельзя, то нельзя. Когда-то была такая история, приезжает ко мне мужчина,
этот же Слава, кстати, и говорит мне: послушай, у меня такой хороший бизнес, я открыл там цех, у меня в Черкасах цех, и у меня работает там 70 человек, швей, я в Харькове продаю на Барабашовском рынке, и там очень хорошо, все там бла-бла-бла, бла-бла-бла. Вот, и там вот у меня оборотов не хватает, потому что очень много там продаж, и у меня заказы и так далее. Какой у тебя товарооборот? У меня товарооборот где-то 70 тысяч долларов в месяц, с этого всего я получаю где-то там 15, а вот если было бы 700, то я бы получал 150 в месяц. Я говорю: ой, супер, вообще это хорошая рентабельность такая, ну супер. Он говорит: я хочу тебе предложить, зайди ко мне, вот у меня есть там 70 час оборот, зайди ты 70 и будем вместе зарабатывать. Я говорю: а сколько ты по времени работаешь в этом бизнесе? Он говорит: я по времени работаю уже 5 лет, я всех знаю. Тогда я не буду. Почему? Так несложно посчитать. Если бы ты каждый месяц откладывал по 5000 долларов, то за 5 или 10 лет у тебя было бы приблизительно там 250 тысяч. То есть эти 250 тысяч ты бы мог вложить, а на 5 жить. То есть у тебя получается где-то нестыковочка, Славончик. Вообще нестыковочка. Получается, если ты зарабатываешь, и у тебя есть доход, он 10 тысяч, то ты 5 тысяч мог бы отложить и откладывать на протяжении года. На протяжении года это было бы 70 тысяч. 70 тысяч вложил к своим 70 тысячам, уже 140 тысяч. А зачем тебе мои 70 тысяч? Тогда зачем я? Просто проэкономим ровно в половину. У тебя своя квартира, да. У тебя сколько ты тратишь? Ну, я не знаю, там, ну, 5 трачу, там. Ну, у тебя же нету там огромного дома, прислуги, там, шофера и так далее. Тебе не на что тратить, только вот на завод. Да, а завод, ну, аренда там, я это все посчитал. Нет, Слава, я не буду. Почему? Ну, мне не нужно. А почему я ему не, что ему не сказал? Мне так хотелось ему сказать, что он брехун. Но я этого не сделал. Но он так искренне, красиво расписывал, что мне вот здесь хотелось дать ему деньги. Искренне прямо достать, потрусить, отлистать и дать. В надежде, что я заработаю. Почему? Это один из принципов авантюристов и мошенников. Профессиональные мошенники, им нечего терять. Поэтому они так красиво могут продать идею, задачу или еще что-то, что у человека, который, помните Остапа Бендера, который говорил: и тогда мы, Нью-Васюки, космические корабли Нью-Васюки привезут из Марса марсиан, и мы в Нью-Васиках проведем первый межгалактический шахматный турнир. Понятно? То есть это все уже является вот таким разводом. Кому нельзя доверять? Нельзя доверять тем, кто лижет попу. Нельзя доверять тем, кто говорит о том, что там: а ты знаешь, твой муж плохой. А ты при чем? Или ты знаешь, к тебе плохо относятся. Твое какое дело? Зачем тебе это? Ну, никогда не задумывались, вам, допустим, человек говорит: к тебе плохо муж относится. Какая тебе разница, как он относится? Это разве тебя может касаться или должно касаться? Какая твоя ценность в этом всем? Или они на тебя влияют? А ты при чем? Или там: у меня есть бизнес, я тебе помогу, ты дашь мне, и мы вместе заработаем. Так, если у тебя есть бизнес, ты зарабатываешь, зачем тебе я? Ты уже много раз мог сам заработать, преувеличить, стать мегаолигархом, раз так красиво об этом рассказываешь. Человек, там люди позвонили мне, ученики: мы хотим взять в субаренду отель, этот отель хотим потом пересдать, сейчас занимаемся субарендой, у нас все получается и так далее. Вот нам хорошо там партнера, с которым бы мы там работали. Хотите поработать с нами? Нет, конечно. Почему? Да потому что это субаренда. Потому что тебе дали сейчас, через 2 часа отказали. И все, это же критичный бизнес. Получается, я понимаю, что вы купили отель, и этот отель у вас есть, и там в отель люди не приезжают, вы хотите в рекламу вложить деньги, и заняли там под этот отель. Тогда ладно, тогда у вас не получилось, отель забрал. А это что такое? Субаренда, это ж вообще ни о чем.
То есть вы взяли в субаренду у кого-то квартиру, отдали там под то, чтобы там занимались какой деятельностью. Да непонятно, какая деятельность там будет. Там, посуточно, почасово, там женщины могут какие-то там свои услуги предлагать. Или там какие-нибудь могут быть еще там, не знаю, в общем, даже придумать страшно. Ну и конечно же нет, потому что это риски. Чем больше рисков, тем неинтереснее. Есть боль. Лучше купить автомат какой-нибудь, но не убивать людей, а там по производству. Какой там, ну, допустим, там автомат, который будет делать шипучку. Там бросил газировочный автомат, выпил стаканчик, и оно бы там сработало. Договориться с горсоветом, чтобы выделили место, поставить или самому сесть с этим автоматом и лить людям сироп. Ну, это выгоднее будет. У меня была история когда-то. Я хотел в городе Винницы рядом с автовокзалом построить ресторан. У меня были деньги, я уже так собрался, изучил бы ресторанный бизнес. В Виннице это популярно. Я думаю, вот хорошо, будут люди выходить из этого автовокзала, подходить и покупать у меня там еду, сидеть и там и так далее. И пришел на эту площадь, а там женщина сидит с пирожками. Я говорю, хорошо у вас получается продавать с пирожками? Она говорит, да, хорошо. Я говорю, мне неудобно, но я хочу с вами поделиться, у меня вот деньги, я хочу вот здесь прямо рядом с вами построить ресторан, чтобы в него люди приезжали. Она говорит, так я ничего не понимаю, просто с ведра продаю пирожки, но у меня есть хозяин, начальник, его зовут Эдуард Иванович. И вы с ним поговорите. Ну, я ему позвонил и говорю, Эдуард Иванович, можно встретиться? Можно. Приезжает ко мне дяденька, взрослый, такой лысый, с пузиком, и мы где-то там с ним сидим, я говорю, ну вот я решил здесь открыть ресторан прямо рядом с автовокзалом, хочу продавать ресторан. Он говорит, так люди, которые приехали на автовокзал, они же бегут бегом домой, а если они не домой, то они бегут на автовокзал, чтобы уехать. Кто ж будет там сидеть? Точно. Он говорит, послушай, хочешь заработать? Я говорю, да. Садись рядом, делай пирожки, садись рядом и заработаешь больше, чем твой ресторан. Я говорю, что на них много можно заработать? Он говорит, да, много можно заработать. Я говорю, ну так а вы же уже стоите. Он говорит, послушай, я стою здесь уже лет 30 с советских времен. И я стою, потому что содержу эту женщину там, и содержу там кого-то, но оно мне уже не нужно, я уже 100 раз заработал на 5 ресторанов, у меня есть свой бизнес. А ты молодой, хочешь, я тебя всему научу, сможешь зарабатывать. Ну, я, к сожалению, отказал, потому что мне не интересовал ресторан. Слава Богу, что не открыл. Слава Богу, Бог отвел. Как избавиться от давления? Необходимо взять красную нить и обвязать ею левое запястье. Если через 2 недели не поможет, обвязать правое запястье. Обычно делают так. На левое запястье обвязывают красную нить, а на противоположное запястье синюю. И в случае, если это за 2 недели не помогает, меняют синюю на левую руку, а красную на правую. И тогда вот это помогает. Не знаю как, но работает. Но носить нужно долго. Поэтому кому доверять? Доверять нужно точно не тем, кто песни красивые поет о вас. Кому нужно доверять? Есть очень хороший человек, который ни в чем от вас не нуждается. Этот хороший человек — ваша мама. Если у вас когда-нибудь будет какое-то решение, просто задайте вопрос вашей маме и скажите, мама, надо это делать или нет? Вот мама скажет, я чувствую, что надо, тогда делайте. Потому что она не заинтересована, ничего в этом не понимает и хочет вам только добра. Поэтому и совет будет связанный только с этим. Расскажите, каков эзотерический механизм влияния камушков на нашу жизнь? Камни являются кристаллами, которые могут изменять судьбу. Зеленые камни, которые человек носит на руках, к деньгам. Допустим, если человек носит на безымянном пальце правой руки или на мизинце левой, это открывает поток денег. Красные камни на указательном пальце, гранат или рубин, могут помочь человеку справиться с заболеваниями желудка и поджелудочной железы. Янтарь, если человек носит,
тоже занимается целительством, потому что янтарь налаживает гормональную систему, и люди худеют. Дисциплина от жемчуга возникает, если человек рассеянный, расхлябанный, носит жемчуг. И так. Когда золото носит человек, то более духовнее становится, но в случае, если у него вот негативные такие состояния усиливаются. Если он негодяй, то тогда он еще более разовьет у себя негодяйское состояние. А если он добрый, добряк и хороший, теплый человек, то еще больше разовьются его самые лучшие качества в жизни. Камни — великолепное средство для помощи человеку. Это большой такой объем информации. Каждый камень принадлежит какому-либо знаку, и поэтому это, знаете, как носить желтую одежду в четверг и в пятницу белую одежду. Почему? Белая одежда в пятницу — символ принятия Венеры, как бы делает женщину или мужчину еще более таким земле необходимым к замужеству или женитьбе. А желтая одежда — это поклонение Сатурну в четверг, для того, чтобы убрать препятствия, которые могут помочь человеку быть с кем-либо счастливым. Стоит ли мне менять работу, переводиться в другой институт? Показывает — нет. Так, а сколько уже? Замуж не вышла, выполняю практики, что, может, делаю не так? А уже ж рассказал раньше. Нужно ли заряжать наворотную? Если у меня покупали наворотную, ничего делать не нужно. Если покупали не у меня наворотную, то красным камнем необходимо направить на юг так, чтобы полежало 7 дней или 18 дней. Ничего не читают, обычно читают любую мантру, посвященную Вишне. Это может быть и Вишну, это можно Нараяне, можно Кришне, можно Ганеше, можно Кришне, можно Говинде, можно Раме. То есть вот такую мантру читать. Можно на Нарасимхе. В последнее время у меня часто случаются небольшие неприятности. Вот смотрите, вы написали: в последнее время у меня часто случаются большие неприятности. Я вас поздравляю. Так а я при чем? То есть зачем вы это написали? А почему случается? Ну потому что вы размотаны, вы не понимаете, чего вы хотите. То есть что вы написали? Чтобы я разобрался сейчас, тогда надо было написать: разберитесь, почему у меня возникают неприятности. Не понимаю. Вы, наверное, просто очень размазанный человек. Сами не понимаете ни куда идти, ни что делать, ни чем заниматься. Я езжу на работу на электросамокате. Волнуюсь, не взорвется ли он, участились такие случаи. Та ні, не взорвется. Доброго вечора, гуру. Ну скажіть, будь ласка, ми добрі люди, але якщо поряд какашка, яка розуміє тільки силу і сприймає твою доброту за слабкість, треба дати між глаз. Язик сили їм зрозумілий. Если человек живет рядом с какашкой, то он должен для себя сделать. Здесь очень такой сложный вопрос, он ментальный. Какашку очень долго заставляют и воспитывают быть какашкой. И он считает, что его миссия правильная. А тот, кто защищается, его воспитывают защищаться, его миссия тоже правильная. Поэтому здесь дело не в том, чтобы кого-то наказать, потому что не произойдет ничего. Какашка какашкой останется. Тот, кто ему даст в глаза, станет в итоге сам какашкой. Люди должны понять, что единственное насилие порождает насилие, добро порождает добро. Чем больше людей будут ненавидеть людей, тем больше войн будет создаваться. Почему? В книге написано, есть книги такие, они связаны с эзотерикой и оккультизмом, там написано, что одна из задач оккультных обществ — создать у людей желание ненависти. Чем больше ненависти, тем короче или уменьшается количество жизней, и появляется в итоге демон Молох, который заставляет всех ненавидеть все. Эта ненависть, она поглощает людей. Они ненавидят сначала. Что может происходить? Ненависть, она может быть покорена только проявлением доброты.
Как это происходит? Вот две страны здесь ненавидят, здесь обожают. Нет, они не обожают тех, кого ненавидят. Они просто игнорируют, им пофигу. Вот если бы страна, которая должна и сейчас ненавидит искренне, перестала бы ненавидеть, то перестало бы происходить то, что происходит. Но это донести людям невозможно. Люди хотят ненавидеть и уподобляться тем, кто ненавидит. Поэтому это ментально одно и то же. Ментально одно и то же. А в чем различие? Получается, если одни хотят убивать из-за ненависти, то и вторые хотят убивать из-за ненависти. Если у одних все плохо с экономикой, и у других все плохо с экономикой. Если у одних там одни захватывают, другие спасаются, ну так это, знаете, а в чем различие? Одни постсоветские, другие постсоветские. Тогда в чем их различие? Разговаривает на языке другом. Ну, если это различие, ну тогда ради этого и нужно. Но как-то не греет. А за счет чего? Надо найти в себе состояние доброты. Найти в состояние в себе быть служителем доброго мира. Создавать эту доброту вокруг себя через семью, через воспитание детей, через близких. Путем эволюционирования, развития, становиться более экономически сильными. Каким образом? Вот, поддерживать экономику, открывать предприятия, искать, обучаться, искать свободные ниши, занимать эти свободные ниши, развивать эти свободные ниши и так далее. Все это возможно. А так, знаете, с одной стороны, там на работу устроиться, проработать всю жизнь и умереть. Ну так рабом быть несложно. Так вот, я предлагаю наоборот, не рабом быть, а быть тем человеком, кто может созидать. Мир делится всегда на людей, которые разрушители и созидатели. Вот в этом-то и вся прелесть. И в тот момент, когда человек разрушитель, то он уподобляется разрушителям. А когда созидателем, он уподобляется созидателям. Ломать не строить, но для того, чтобы строить, нужно обучаться. Люди, цените всех, кто борется за вас. Люди, которые не борются, проводят свою борьбу не в том, чтобы ненавидеть. Они должны любовью своей, так в книгах написано, которую они проявляют Смотрите, я живу в своей семье. Я проявляю любовь к дочери, к дочкам, к маме, к работникам, к сотрудникам, к тех, кто работает у меня на заводе. Высшие силы, они видят, что я это делаю в этой стране. И они дают возможность кому-то быть целым. То есть могло бы просто рядом с кем-то взорваться, а оно не взорвется. Или взорвется и дадут. Почему? Я создаю благодать. Я создаю благодать. Когда я создаю благодать, я хорошо отношусь, ко мне хорошо. Благо. Благо охраняет. Другой вариант. Я ненавижу всех, кто находится рядом со мной, я ненавижу всех, кто по телевизору, я ненавижу всех, кто во власти, я ненавижу всех, кто соседи, я вообще всех ненавижу. Я создаю антиблаго. И в тот момент, когда антиблаго, оно создает. Поэтому, если вы не воюете, то тогда создавайте благо. Оно единственная энергия, которая может спасти этот мир. Мой сын поменял профессию совсем на противоположную не по специальности. Как у него сложатся дела в другой сфере деятельности? Плохо сложатся. Так, а теперь давайте эзотерику, да? Я сегодня обещал, итак. В случае, если у человека есть проблемы с деньгами, он не знает, как выйти из этих проблем, что необходимо сделать. Необходимо взять, разменять на разменять какую-нибудь сумму денег, которую не жалко отдать, на мелкие монетки или мелкие купюры. Положить это под подушку и ничего не произносить каждый день, 45 дней подряд, доставать одну купюру. Естественно, этих купюр должно быть 45.
И каждый день начинать утро с того, что вы ходите на улицу и кому-нибудь отдаете. Там уборщику, рабочему, я не знаю, можете потерять эту купюру, не знаю, какому-нибудь человеку за работу или просто можно эти деньги выкидывать. 45 дней открывает канал денег, очень хороший метод. Как выявить у человека, я сегодня обещал, как выявить у человека порчу, если у него порча? Поможет чеснок. Берете обычный чеснок, один зубчик чеснока и ложите его под подушку и засыпаете. Утром, когда проснетесь, поднимите подушку. Если чесночина или этот чеснок засох и пожелтел, а я видел, что даже чернеет, представляете, даже синий видел и зеленый. Даже не то, что видел синий-зеленый, у человека, у которого была онкология головы, у него червь вылез из чеснока. Так вот, если оно пожелтеет или почернеет, или такой засохнет и станет такой в 3 раза меньше, такой как высохший, это говорит о том, что 100% есть порча. Далее. Как сделать так, чтобы всегда успех был? Когда вы ходите из дома, бросайте перед собой душистый черный перец и раздавливайте его. Если вы хотите из квартиры вот так открыть дверь, посыпать черным перцем и раздавить его и дальше пойти, то 100% будет очень хороший день и все дела успешны. Как сделать так, чтобы вам документ подписали? Когда отправляете кому-нибудь конверт или даете что-то, возьмите куркуму или любую специю, кардамон с куркумой, посыпьте сверху, скажите, все будет, как я сказала или сказал, и сдуйте. И после этого отдайте этот документ, 100% подпишут. Далее, не везет в деньгах, не везет материальное благополучие и так далее. Считайте, что кто-то вам что-то поделал. Возьмите 5 красных перчиков, станьте сначала лицом на север, держите левой рукой эти 5 перцев. Вот так можно вокруг своей головы левой рукой против часовой стрелки или по часовой стрелке, не имеет значения, покрутить. После этого говорите, пусть откроются каналы денег, бросаете на север, после этого становитесь ногами вперед на восток, на запад, и после этого поворачиваетесь завершением всего на юг. После этого левой рукой, в которой осталась одна перчина, бросаете вверх. После этого отворачиваетесь и уходите. Как сделать так, чтобы избавиться от порчи? Поможет полынный корень. Необходимо выкопать корень полыни, сделать из этого корня полыни, сделать кольцо, связать там, я не знаю, и носить на одном из пальцев. Можно на груди, можно в кармане, можно на одном из пальцев, на любом. Если носить на протяжении хотя бы 7-10 дней, любые порчи, которые есть у человека, аннулируются. Особенно ночью хорошо одевать. Как снять черную магию? Берете табак, гвоздику, сладости, кукурузу, берете лампадку с ладаном, подходите к реке, между собой все перетираете, сладости, ладан, кум-кум, это кукурузка такая толченая. И после этого в шар такой это все как бы скатали, и много куркумы должно быть желтеньким. После этого правой рукой вокруг себя вот так вот обвели, в реку выбросили. Это в субботу нужно делать перед самым сном. И обернуться и уйти домой так, чтобы уже ни с кем не здороваться. Как сделать так, чтобы работники всегда были у вас, и чтобы эти работники никогда от вас не уходили? Возьмите железный гвоздь. Положите железный гвоздь в мочу коровы, желательно быка. В деревне попросите в банку. И пусть постоит где-то 18 дней. После этого гвоздь этот не надо мыть. Положите его, можете его обернуть в тряпочку любую, там, в красную, и положить в коробку. А эту коробку положить на работе у себя. До момента, пока будет этот гвоздь с коробкой находиться у вас
Там, где вы работаете, там, в цветочном магазине, у вас всегда будут продавцы, и никогда не будет проблем с тем, чтобы кого-то искать. Вот. У моей дочери совершенно противозаконно отобрали частное жилье. Сможем ли мы законно вернуть его? Показывают, что нет. Сестра советует отдать 1/2 часть квартиры детям, но я еще не принял решение, права ли сестра. Конечно, права. Я в своей жизни понял, что вот я со своей женой обговаривал этот вопрос. У нас была встреча с одним дядей, его фамилия Козицкий. Кстати, я приеду скоро во Львовскую область и буду там находиться, готов с вами встретиться, если вы меня смотрите. И вот такая была история. Он своим детям там купил квартиру, дал машину и так далее, а потом потребовал, чтобы они полностью с ним рассчитались. И он мне говорит, я считаю, что детям можно занять, но они должны отдать, хотя у него хватает. Я так не считаю в своей жизни. Я буду служить своим детям до самого последнего момента. И вот нужно будет на образование, буду давать на образование. Нужно будет квартиру покупать, будут покупаться квартиры. Не будут работать, будут сидеть на моей шее, да. До того момента, пока будет биться мое сердце, я буду максимально служить своим детям и максимально делать все для того, чтобы в их жизни было все максимально лучше. Пусть едят лучшее, живут в лучшем. И там, если там не будет хватать, продам все, что у меня есть, разделю на части, возьму свою жену в общежитие какое-нибудь и будем жить, есть там вермишель и картошку. И это максимально. Почему? Это святое желание служить своим детям. Я считаю, это святая обязанность. И до момента, пока будет биться мое сердце, я буду делать все для того, чтобы они могли этим пользоваться. Поэтому вот это мое отношение. Оно отличается от отношений других людей, которые считают, вот детям дали, нужно пожить для себя. Я так не считаю. Я считаю, что я буду жить для своих детей и внуков, а они пусть живут для своих детей и внуков. Но это мое специфическое такое мнение. Ну что ж, я сегодня предлагаю вам пройти все-таки мою первую ступень. Сейчас идет скидка на первую ступень, и она уже через 7 дней закончится. Поторопитесь, приобретите первую ступень, сделайте это прямо сегодня. Как раз у вас есть выходные для того, чтобы начать изменять свою жизнь. Измените свою жизнь в лучшую сторону вместе с эзотерикой Андрея Дуйко. В случае, если у вас есть возможность и есть желание изменить, не жалейте, обязательно вложите деньги в покупку первой ступени, пройдите, изучите и пользуйтесь. Почему? Это самая лучшая инвестиция в жизни человека, которую он может сделать. Это квинтэссенция огромного количества тайных знаний, которые обычным людям недоступны. А вот те люди, которые знают эти знания, они получают способность быть более везучими людьми в этом мире и быть вне конкуренции. Поэтому хотите быть другими людьми и жить так, чтобы жить без конкуренции, имея определенные инструменты, то обязательно проходите данную ступень. Я желаю вам счастья. Я бажаю всім щастя, здоров'я, я бажаю всім гарних вихідних. Хочу сказати, що я, мабуть, буду у понеділок чи у середу і в четвер, буду у місті Львів і буду в своєму бутіку. І якщо у вас є бажання там зустрітися чи ще щось, то можете поспілкуватись з Оксаною, директором магазину. Вона вам скаже, коли я буду точно. І я заїду на 100% у Львів і буду там, мабуть, 1 чи 2 дні. І потім уїду. А чого я приїжджаю? Я привезу у середу туди неінвазійний аналізатор крові.
яким можна буде зробити безкоштовно дослідження 120 показників крові і побачити, які у вас є проблеми, для того, щоб надалі їх вирішувати там медично чи препаратами компанії Тібетська формула. Всіх запрошую. Якщо у вас буде час, можете брати своїх рідних чи самі приходьте. І надалі, після того, як я поїду, там буде знаходитись людина, яка приїде з Києва, це Юля з нашого офісу на Шута Руставелі. І вона там буде працювати на цьому обладнанні, обучати наших лікарів, як з ним працювати. Десь буде тиждень там знаходитись. Тому поспішайте, приїжджайте і будемо вас чекати і будемо всім раді. До побачення, до зустрічі. А скажіть мені, вам сподобалась наша зустріч? Якщо так, то тоді лайк. І після цього є тут така кнопочка, вона називається «Зберегти». Натисніть кнопочку «Зберегти» і після цього там є новий список відтворення. Нажимаєте цей хрестик і пишете «Дуйко» і зберігаєте відео у цей плейліст на своєму каналі. І це буде від вас таке потужне дякую в мою сторону. А вам ще раз дякую за те, що ви є, за те, що ви маєте силу для того, щоб змінювати своє життя у кращу сторону. Бажаю всім успіху, щастя. До побачення. Хай у всіх будуть гроші і хай вони ніколи не закінчуються. Так, нас дивляться 446 людей. Нас смотрит 446 человек. А лайки поставили только 38 человек. Ай-яй-яй-яй-яй. Как не стыдно. Ай-яй-яй-яй-яй. Я подожду, пока вы поставите лайки. Давайте, швиденько. Пойду сейчас супик буду есть. У меня здесь есть такая хорошая кора. И такой хороший специя. Я прямо сейчас буду супик есть с вермишелькой. Видите 447 лайков, да? Ну, тогда хорошо. А я вижу аж целых 38. Ну, видите, у нас по-разному отображается, видимо. Эх. «468 лайков. 449. Ну, хорошо. На этом все. До свидания, до встречи.